Добро пожаловать на крупнокалиберный переполох. И сегодня у нас не РШГ, конечно же. Сегодня у нас кое-что очень важное. Кумулятивного пробития, конечно, нет. Это ведь РШГ. Как видите, ударилась только болванкой. И это был реактивный движок. Но борта, как мы видим, вынесло знатно. Значит, и навесное оборудование тоже. Но сегодня речь не об этом. Сегодня меня интересует, знаете что? Горящая штучка. Меня интересует, как в Украину попал РПГ-75. И знаете, вы удивитесь, но сделаю небольшой спойлер. Его сюда прислали чешские волонтеры. И сегодня мы, пожалуй, сравним чешский РПГ-75 с нашим РПГ-22. Вы ведь, наверное, думаете, две одинаковых практически трубы, должно быть и принцип одинаковый, но нет. Здесь реактивный движок есть, а здесь его нет. И вообще, давайте-ка попытаемся понять, как это так получилось, что на этой земле появился чешский РПГ-75. Чтобы понять вообще, как появились одноразки или трубы, нужно вернуться в конец 60-х, 70-е годы. Это период холодной войны, Европа разделена, НАТО и Варшавский договор смотрят друг на друга в прицел, и все понимают простую вещь. В возможной большой войне бронетехника будет применяться массами. А значит, у пехоты должен быть ответ, то есть не один тяжелый гранатомет на отделение, а противотанковая возможность у максимально большего числа бойцов. Так сформировалась идея. Одноразовое пехотное противотанковое средство. То есть оно должно быть легкое, дешевое и массовое. В разных странах появляются свои решения. А в социалистическом блоке эта философия становится частью общей логики подготовки сухопутных войск. РПГ-22 нет, это позднесоветская эволюция идеи одноразового гранатомета, то есть наследник линии РПГ-18. Смысл его появления прямолинеен. РПГ-18 дал массовой пехоте удобный один выстрел, но броня и требования менялись. А значит, нужен был следующий шаг. Нужно было усилить выстрел, не превращая оружие в сложную систему. И так появляется РПГ-22 с более крупной боевой частью. Теперь она 72,5 мм и более серьезным потенциалом в своей нише. Но при сохранении при этом главного принципа – простота и массовость. В войска РПГ-22 вошел в середине 80-х годов, и при этом разработка относится к более раннему периоду конца 70-х годов, начала 80-х. В качестве разработчика фигурирует НПО «Базальт». Сама система и ее аналоги выпускались или предлагались к производству и в других странах. Теперь коротко по цифрам. Кстати, на мне сегодня наушники Ярмер. Это, наверное, лучшее, что я встречал в последнее время. Они очень хорошо подавляют шумы ненужные, и нужные шумы усиливают. Подъехали еще и новиночки. М300X, М300Т. Появились качественные беруши, о них я рассказывал в прошлом выпуске. E-Armor M20T. И, конечно же, новиночка. На них можно остановиться подробнее. Это М31. Это активные защитные наушники, которые одновременно делают две вещи. Они подавляют опасный шум, например, выстрелы, или усиливают тихие звуки вокруг, чтобы вы продолжали слышать команды и происходящее вокруг. Когда уровень звука превышает примерно 82 дБ, электроника автоматически гасит импульсный шум. Происходит это буквально за доли миллисекунды. Уровень шумоподавления здесь указан НРР 22 дБ, чего достаточно для стрельбища, тренировок и работы рядом с громкой техникой. В версии Плюс добавили гелевые амбушюры, благодаря которым наушники заметно комфортнее при длительном использовании и лучше прилегают к голове. Работают они от двух батареек 3АА до примерно 350 часов. Плюс есть автовыключение через несколько часов, чтобы не посадить питание. Шнурок AUX позволит вам слушать музыку, которую вы захотите в перерыве между походами. То есть вы можете подключить рацию, телефон или другое аудиоустройство. В итоге получается простая и надежная вещь. Защита слуха, нормальная слышимость окружающего мира и комфорт даже при долгой работе на стрельбище. В России они продаются в магазине «Охотник», а ссылочку я оставил в описании.
РПГ-22 – это одноразовый гранатомет калибра 72,5 мм, масса порядка 2,7-2,8 кг, скорость выстрела около 130 метров в секунду. Рабочая живая зона по целям – это примерно 150-200 метров, максимум по прицельным установкам он может до 250. В открытых описаниях по бронепробитию часто приводят оценку 400 мм брони, то есть плюс отдельно упоминает еще эффективность по типовым преградам вроде кирпича и бетона. Конструктивно он отражает позднесоветскую прагматику. Состоит из двух частей: телескопическая труба. Выдвигаешь в боевое положение, поднимаешь прицельное и отрабатываешь, ну и выбрасываешь. Формула здесь такая. РПГ-22, для сравнения, да, это массовость плюс ближняя дистанция и прямой антиброневой смысл. То есть она имеет кумулятивное воздействие 400 мм. РПГ-75 – это Чехословакия 70-х годов, политический фон и своя школа внутри блока. В 1968 году Чехословакия переживает период реформ. И он вошел в учебники истории как Пражская весна, а затем события августа 1968 года и дальнейшую нормализацию. Чехословакия остается в системе Варшавского договора, но при этом сохраняет сильную промышленную базу и собственную инженерную школу, в том числе и в оборонной сфере. На этом фоне в 70-х годах появляется РПГ-75, легкое одноразовое пехотное средство. В строй он входит в 1975 году, это ключевая дата, кстати, в названии. В современной линейке производитель модернизированных вариантов обычно называют чешскую компанию Zeveta. РПГ-75 – это легкая система весом 3,2 кг. Она телескопическая, в сложном виде ее длина 633 мм, а в боевом положении где-то 890. Начальная скорость выстрела здесь довольно высокая – 189 метров в секунду. На практике это дает такой мощный мгновенный выстрел. Граната летит быстро и предсказуемо на обычных для пехоты дистанции, и за ней не тянется такой дымный след от движка. Это, кстати, очень важно при стрельбе из зданий или в городе. Но тут стоит быть честными в плане эффективности. У базовых кумулятивных вариантов РПГ-75 пробитие составляет около 300 мм стальной брони. Это значит, что система создавалась для борьбы с легкой и средней бронетехникой, ну и еще кое-какие укрепления. Это не какой-то универсальный лом, типа против лобовой брони, конечно, этот танк даже не пробьет, но металл-то это физика, это не реклама. Что касается названий, то тут часто возникает путаница. Смотрите, РПГ-75М – это стандартная модернизация, там немного подправили прицелы и общую механику. А вот версия с буквами МП, например, это уже многоцелевой вариант. И здесь ставка сделалась на термобарический эффект, как в нашем РШГ. В городских боях или при штурме укреплений тип поражения часто важнее, чем просто цифра пробития брони в миллиметрах. Но важное уточнение – термобарический боеприпас работает по принципу волны, давления и тепла, а не острой кумулятивной струи. Это дает ему преимущество не только в городских помещениях, где избыточное давление происходит сквозь щели, например, но и в открытой местности, там, где кумулятивный выстрел может потеряться, скажем так, в деревьях или на земле. Термобар – это такое облако, которое ломает ветки и поражает противника волной давления в объеме. Это мы говорим сейчас про МП. Это же у нас РПГ-75М. Как вы поняли, от РПГ-22, который не меняется, он остается таким вот целевым. Здесь у него есть модернизация, есть МП и другие. Именно этим объясняется выбор спецназа. Один боеприпас работает в обоих сценариях. Кстати, про обучение. Чехи в свое время очень грамотно подошли к этому вопросу. У них есть версия РПГ-75ТП с инертной гранатой для тренировок, а есть такие специальные вкладыши со вставным стволом. И они позволяют стрелять дешевыми пулями-трассерами, то есть имитируя полет гранаты. Мы, кстати, обязательно тоже сделаем такой про наши страйкбольные. Мы тут танчик, кстати, готовим, видите, ежа делаем. Это мы распускаем тросы, что они типа вроде как лучше всего эффективно помогают против дронов. Это мы в следующем выпуске проверим. А сейчас я хочу вам рассказать историю вообще, как РПГ-75 попал в Украину, в том числе и при помощи чешских волонтеров. В Чехии была запущена краудфандинговая кампания, называлась она «Дарек про Путина». Это такой чешский проект, который переводится как «Подарок Путину» и собирает средства на помощь Украине. Ключевые лица, которые эту инициативу ввели и продвигали, это чешский предприниматель Далибор Дедек и журналист Мартин Ондрачек. Именно они стали, можно сказать, публичными лицами этого сбора. Что касается компании и организации, в это еще был... Ключевую роль сыграл фонд на даче про Юкраджину и Team for Ukraine.
которые занимались логистикой и организацией самой закупки. Они собрали 25 миллионов крон и оплатили 1000 РПГ-75 и передали их конкретно, по-моему, 41-й бригаде ВСУ. Удивлен ли я, по-вашему? Конечно, я удивлен. С каких это пор вообще волонтеры это делают? Ну да ладно, это история рассудит. Сегодня мы не сравниваем два гранатомета по кумулятивному пробитию фактически, потому что, ну, вероятнее всего, они не смогут его пробить, но тем не менее нам интересно что? Нам интересно, каким будет поражение, площадь поражения, кумулятивное воздействие и как вообще эти две школы отличаются, потому что здесь есть реактивный движок в РПГ-22, а в РПГ-75 его нет, то есть это безоткатка. И заодно я расскажу вам свои ощущения, как это вообще стрелять из безоткатки. Я буду первый раз стрелять сегодня из этого гранатомета. Честно скажу, я встречал его много раз, но он меня каждый раз пугал, потому что здесь, смотрите, какая схема. Здесь схема такая, что ты вот это спусковой крючок. То есть ты его как бы вперед так чинк, и вот здесь вот эта херовина будет бить по бойку, который находится справа. И это очень страшно выглядит, потому что выглядит как-то очень ненадежно. И если мне однажды АТ-4 выбило почти глаз, а польским комаром мне почти выбило, в прямом смысле слова, выбило зубы, то я не знаю, что ждать от этого гранатомета. Но давайте начнем с РПГ-22 и зарядим в боковину. Друзья, вы, наверное, думаете, почему я так часто рекламирую автоспот. И если вы заглянете в телефонную книгу, вы поймете, что не так уж много друзей готовы вам прийти на помощь. И вот автоспот, вот эти ребята, которые у нас рекламируются, это те ребята, которые постоянно приходят нам на выручку. Потому что найти проверенных друзей, которые поддержат в любой момент, в наше непростое время, очень сложно. И за это, ребята из автоспота, вам большое спасибо. Видите вот эти вот пробоины на стекле? Это от гильз, потому что я кое-куда стрелял. Мне оторвало рэп, там, где летают камикадзе, я там периодически бываю. И вот мне практически оторвало переднее колесо на Ниссане. На Экстер вообще очень сложно найти запчасти. И, наверное, поэтому я вам рекомендую всегда автоспот, потому что сам им очень активно пользуюсь. Это очень удобно, ты заходишь в приложение, находишь ближайший сервис, который тебе нужен, там, где ты хочешь сделать техобслуживание или экстренно починить тачку, не выслушивая всякие разные предложения в стиле «приедьте, давайте посмотрим, оценим», а потом ценник один, потом другой, третий, и в итоге ты уходишь с половиной затрат на машину. Так что автоспот я вам рекомендую, потому что сам им активно пользуюсь. И в Москве, и в любых других регионах, куда я выезжаю. В прошлый раз у меня заклинила система омывателей фар, потому что омывайка замерзла, хотя на ней было написано минус 10. Но, тем не менее, вылезли эти штуковины, которые отвечают за омывание стекол. И пришлось продувать всю систему. И тоже нашел на автоспоте. И да, на автоспот действительно стоит обратить внимание, потому что это сервис, где уже собраны актуальные предложения от официальных дилеров и проверенных сервисов по обслуживанию автомобилей. Вам не нужно их обзванивать, звонить на станции и сравнивать цены. Достаточно выбрать свой автомобиль и нужное ТО. И вы сразу же увидите карту с предложениями и стоимостью. Самое удобное, что можно заранее зафиксировать цену и записаться буквально в пару кликов. Это экономит время и деньги, а главное, позволяет обслуживать автомобиль спокойно и без лишней суеты. Поэтому, если планируете обслуживание машины в ближайшее время, зайдите на автоспот и посмотрите предложения в своем городе. Ссылочку, как обычно, я оставил в описании. Как работает РПГ-22? Предохранительная ЧК в передней части, мы ее убираем и раздвигаем. Все, переднюю часть мы выдвинули, дальше нам нужно сдвинуть тягу. Резким движением назад мы ее выдвигаем. Дальше мы поднимаем предохранительную скобу и, собственно, все, он готов к стрельбе. Честно говоря, мне нравится больше, чем РШГ. Я в каток попал. Смотри. Так, я стрелял, конечно, чуть выше, но из-за того, что я в наушниках, мне пришлось вот так вот поворачивать голову, и вот я довернул
тем, что попал в каток. Ну, в общем, неудивительно, это ведь шоу «Команданты». Кто долго на канале, тот знает. В общем, с РПГ я буду целиться чуть выше. Посмотрим, что будет. Каток пробит. Кумулятивная струя улетела дальше. Он пробит насквозь или нет. Так, меня это пугает. Так, посмотрим, пробит ли каток с той стороны. Вот это очень странно на самом деле. Прикиньте, каток выдержал кумулятивную струю РПГ-22. Знаешь, что самое характерное? В катке есть масло. Вопросов нет. Которое, судя по всему, и погубило кумулятивную струю. У нас уже много раз в нашем проекте было такое. И знаете, это даже интереснее, чем если бы я просто попал. Потому что с каждым разом мы находим какие-то новые интересные моменты в оружии. И здесь внутри есть масло. А что, если вообще сделать из катков разнесенную броню? Вот это интересно. Короче, друзья, сегодня эксперимент, в котором мы нашли такое, знаете, сакральное событие или что-то, как это называется? Выполнили побочный квест. Да, побочный квест, когда, знаете, в Зельду играешь, камень поднимаешь, там такой пиздюк появляется и говорит: ты нашел меня, круто. У нас было что-то похоже, когда мы стреляли в австралийский бушмастер с РПГ, и там была такая броня в виде таблеток. Мы не знали, что это такое, но теперь мы знаем. Если мы знали, что это такое, мы теперь знаем. Прикиньте, каток с маслом внутри и какими-то механизмами, шестеренками выдерживает выстрел РПГ-22. Вообще-то, когда кумулятивная струя летит, например, из РПГ-7, а там тоже есть снаряды, например, 7С, которые пробивают 300 мм брони. Здесь даже больше, 400 мм брони. И видите, что случается. Это очень крутая наука. Что ж, об этом мы еще подумаем в следующих выпусках. Масло. Вот у нас был такой выпуск, помните, с РПГ, когда мы ударили в масло, и у нас тоже не сдетонировала кумулятивная струя. Точнее, не то, что не сдетонировала, не сформировалась. И таким образом спасла танчик. Там была 72-ка, здесь 64-ка, но я считаю, нет смысла болтать и рассуждать об этом. Но вы напишите в комментариях, почему так получилось. Я вам клянусь, с той стороны нету отверстия. И это очень круто. Время РПГ-75. Прицелюсь получше. Чешская волонтерская РПГ-75М. Здесь вообще абсолютно странный механизм. Впереди такая кнопка есть. Мы ее нажимаем. Все, открылось. Телескопический прицел обычно под резиночкой, вот под этой вот хранится. Мы ее тоже убираем и поднимаем наверх. Дальше мы поворачиваем. Вот здесь есть механизм. Видите, вот здесь желтая такая штучка. Его нужно повернуть, поворачиваем, на себя вытягиваем и доворачиваем обратно, чтобы он встал. Вот, собственно, это и есть РПГ-75 разложенная. И она без откатка. И вот абсолютная дичь, которая мне очень не нравится. Чтобы из него выстрелить, вот это предохранитель, вот это. Его нажимаешь, и нужно сдвинуть вот этот вот щелчок вперед. То есть это очень странная композиция. Ну давайте посмотрим, как это будет. Приспособления очень странные. Оно походу отломано, что ли. Я вообще не уверен, что сейчас попаду, потому что прицельное приспособление, вот здесь такая должна была быть шкала. Вот здесь вот, вот тут вот такая. Ее нет. Придется как-то стрелять по наитию. И так сойдет. Ну да, давайте. Я вообще не знаю, как стрелять из орудия. Главное, вниз не угодить. Упс. Не сработало. Он ударил, но она не сработала. И сейчас не сработает, походу. А! А! Блядь. Сука. Я чуть руку не оторвал. Это было больно. Старый вернулся, детки. Так вот почему она безоткатная, блядь. Понимаете, как это работает? Вот эта вот херня, вот это боек, это типа
то, почему ударяет. Я такой, бам, она не сработала. Я такой, а что нужно сделать? То есть держу в руках, я такой начинаю отгибать. Она мне раз такая опять обратно. Я такой, да нет, что-то не срабатывает. То есть, понимаете, мне нужно вот так это сделать. Если она вдруг у тебя соскочит в руках, вот эта вот чешская волонтерская херня, это мне не нравится. Я стрелял без прицельных приспособлений, поэтому если кто-то напишет, что я косой, я приду лично и вычислю вас по IP, ясно? Куда? Типа вот сюда попал? Вот это? Да. И Вот это? это осколки, а попал, ты видишь, это белое, потрогай. То есть я фактически выстрелил себе под ноги? Да. Ну как бы не себе под ноги, точнее. Горяченько. У меня, видишь, кровь. А, да, горячо. Не сработало. Он ударил, но она не сработала. Ты видишь это? Сейчас не сработает, походу. Я попал! Это я попал, чуваки! Я же попал, что мне рассказываете, блин? Смотрите, я без прицела попал в такой же каток, только левее на 1. Вот мое попадание с РПГ-22 и вот мое попадание. То есть идеальные условия для двух РПГ разного поколения. Это безоткатка, а это с реактивным движком. Смотрите, что произошло. Попадание в каток здесь было как бы посерединке, а здесь чуть-чуть правее. Но, в принципе, практически те же самые условия. Что-то холодает, знаете, если честно. Уже даже инеем покрылось. Вот, смотрите, я попадаю, отламывается кусок, правее, сквозь резинку проходит. И проходит насквозь каток. То есть я попадаю не в масляную вот эту часть здесь, а чуть правее. Она пробивает первую часть, резинку пробивает, одну стальную пластину, вторую пластину. И здесь она выходит наружу. В сущности, можно было бы сказать, каток пробит, но не так, как это делал РПГ-22. РПГ-22 ее не пробил, потому что здесь внутри масляная штуковина стоит. Масляный, как сказать, механизм, потому что им нужно было снизить вес самого танка, и они добавили такие амортизационные штучки. Вот, вы в комментариях, конечно же, напишите как. Мне бы, конечно, хотелось сказать, что РПГ-75 и РПГ-22 это одинаковые гранатометы, но все же попадания разные и работа у них разная. РПГ-22, безусловно, и вы, я думаю, что сами понимаете, выигрывает в этом противостоянии, хоть противостоянием его назвать сложно, потому что это две разные гранатометные системы. Одна безоткатка чехословацкая, волонтерская РПГ-75 и наш РПГ-22 нет-то. Это говорит о том, что РПГ-22 был создан для войны и для удобства стреляющего. Потому что ты выстрелил и забыл. Я выстрелил из РПГ-75, и забыть это сложно, потому что мне буквально обожгло руки. И, видите, даже куртку обожгло. И каким-то образом странным мне показалось, что это оружие какое-то такое небезопасное, потому что у тебя здесь стоит капсуль, то есть все воспламенение происходит у тебя буквально вот здесь на плече. То есть, условно, не знаю, что может произойти там. К примеру, рядом с тобой находится что-нибудь, что может подпалиться там и так далее, может что-то сдетонировать даже. Но если вдруг у тебя капсуль не сработал, и ты пытаешься его обратно увести, он в любой момент может тебя соскочить на вот этой пружинке, и в этот момент может произойти взрыв. И я вот там видно, что я так повернулся. Если бы я довернулся чуть левее, я мог бы условно убить кого-нибудь из операторов. Не повторяйте в домашних условиях и лучше не стреляйте из РПГ-75, потому что он хоть и безоткатный, но отдача у него такая, что мне едва не оторвало руку. Вот так, друзья. Так получается, что советское оружие, которое пролежало на складах десятилетия, в общем-то, лучше, чем то, что прислали чехословацкие волонтеры. С вами крупнокалиберный переполох, и не переключайтесь. Дальше будет интереснее. И подпишитесь на секретный канал. Не зря мы стараемся делать эти крутые исторические выпуски. Согласитесь, они тоже очень любопытные.